Счастье, счастье, счастье летит в 23-й год. И летит с такой быстротой, которой надо подготовиться. Вот так быстро, долгожданные, успешные дела, перемены и счастье, которое летит в 23-й год, знак зодиака Овен. Ну что, мои хорошие, да, действительно, этот год для вас очень долгожданный, который, ну так скажем, подсказывает, сулит, говорит о всех своих аспектах и транзитах, которые будут в этом году для вас, говорит о том, что этот год будет успешный, удачный, значимый. О 3 событиях точно, которые подсказывают, что год не останется незаметным. И к этим 3 еще добавятся события транзитом, которые будут идти в течение всего года, о которых мы кратко сейчас с вами рассмотрим. К чему начинать готовиться? К каким переменам долгожданным быть готовым? Итак, мои хорошие, конечно же, это счастливые перемены, это удачные возможности, это финансовое благополучие и реализация своих способностей. Вы способные, вы жажду имеете определенную к жизни, вы долго в этом состоянии остаетесь, в состоянии молодости, в состоянии вкуса жизни. Вы первый знак. То есть всегда хочется попробовать, испробовать и много на протяжении своей жизни, очень много есть идей, на которые вы готовы себя реализовывать. Итак, я вам уже говорила о том, что тройное счастье, покровительство и удача точно останется незамеченной в этом году. Во-первых, Юпитер приходит, наконец-то долгожданный Юпитер, которого вы ждали 12 лет, заходит к вам. Следующее, конечно же, такое роскошное событие, это роскошный транзит, как Селена. Селена – это белый ангел, это ангел-хранитель, который тебя защищает, который тебя оберегает, который тебя закрывает от каких-то, предупреждает от каких-то невзгод, обид, болезней. И Селена любит бывать в Овне, потому что это дети, это первый знак. Селена здесь, конечно же, с большим удовольствием сделает свой транзит в ваш знак и будет находиться у вас. А также это, конечно же, северный узел, который заходит к вам, заходит в ваш знак, заходит к вам в первый сектор. Это говорит о том, что это глобальные кармические изменения, которые вы на себе будете ощущать. И это всегда на созидание. Это трансформационный аспект, но он на созидание. Ты что-то открываешь для себя новое, ты к чему-то новому стремишься, ты каким-то образом озаряешься, созидаешь, творишь, куда-то двигаешься вперед, ты не остаешься на месте, то есть ты очень прогрессируешь за этот год. Вот такие вот долгожданные события, которые у вас будут, и немножечко с вами подробно пройдемся по 2023 году. Итак, Юпитер заходит к вам в первый дом, заходит к вам с большим-большим желанием, с большими бонусами, подарками. Юпитер – это огненная стихия и заходит к Овнам, которые тоже огненная стихия. Это, конечно же, также Юпитер заходит к кому? Как будто к своим детям. А к детям заходит, потому что первый знак и несет туда большие, нужные, долгожданные бонусы и подарки. Вот так вот заходит с таким большим удовольствием, потому что тоже
в ту же стихию. Ему там настолько хорошо и комфортно будет находиться Юпитеру у вас. Он идет, а это значит транзит по вашему знаку. Социальный статус возрастает, рост значимости вот в социуме. Как-то, если вы где-то на работе, вы будете заметны, вы будете востребованы, вы будете активны. Это большой личный духовный рост. Вот не захочется оставаться на этом уровне, на котором ты был. Какой-то огромный духовный рост. Ты хочешь куда-то вперед двигаться, ты хочешь развиваться, ты не хочешь оставаться на том уровне, на котором ты есть. Дальше. Сам по себе Юпитер в Овне, так как это двойной огонь, это удача, это учеба, в учебе удача, это новые лидеры политические выходят. Ты больше видная такая фигура, тебя узнаваемой фигурой становишься. В политике политиков очень много появится в этот период. Артисты тоже этого знака. На сценах, на главных сценах мировых, сами артисты по себе будут такие очень активные и узнаваемые. Авторитет, почтение. А также, конечно же, это прибавление финансовое и прибавление физически в семье. У вас идет прибавление. Это и материальное прибавление, и физическое прибавление. Это пополнение в семье. А также, конечно, ты можешь и поправиться в килограммах, поэтому те, кому это не хочется делать, следите, потому что ты очень-очень незаметно, но как-то можешь немножечко тоже вот здесь вот настолько активен будешь, и год удачно складывается, что ты можешь вместе с этим накопить и какие-то даже ненужные лишние килограммы. Следующее смотрим, конечно, Селена с апреля месяца и по ноябрь, почти весь год с апреля месяца и по ноябрь месяц будет находиться в вашем доме. Это ангел-хранитель, это защитник, заступник, который оберегает, охраняет, защищает, направляет, от чего-то уберегает, каких-то нужных людей присылает для того, чтобы как-то защитить от ненужных поступков. И Селена, когда находится в этом знаке зодиака, плюс еще и когда находится Юпитер. Юпитер – это большое счастье, Селена – это тоже счастье. Также работает, как Венера, это тоже счастье. И, конечно, это удвоенное, утроенное акцент на того, что, да, действительно, ты каким-то будешь чувствовать образом, то, что ты под каким-то оберегом находишься, что вот что-то от чего-то опоздал куда-то на автобус или опоздал куда-то на самолет, и именно это тебя предотвратило от какой-то ненужной ситуации. То есть ты будешь ее действительно чувствовать, но к этому нужно быть готовым. К чему начинать готовиться? Вот к таким приятным событиям, чтобы у тебя вот так успешно прошел год, эти сигналы нужно понимать, знать и применять, самое главное. Следующее событие – это что у нас? Ну, а с 20 февраля. Да, начнем с вашего управителя. Ваш управитель Марс месяц начинает год с ретроградности. То есть он будет до 12 января находиться в ретроградном движении и находится в знаке зодиака Близнецы. Что может приносить такое положение вашего управителя? Это, конечно же, возврат каких-то, вот с января начинается, год начинается, возврат каких-то дел, которые нужно завершить, закончить. Экзамен, если какой-то сдать, закончить сдать экзамен, несмотря на то, что начало года или конец года, потому что Марс уже в ретроградности находится. То есть немножечко завершить какие-то дела. Если где-то нужно какую-то подпись, какие-то документы, проверить какую-то бухгалтерию, завершить все дела. Для того, чтобы они к вам потом не перетекли, то, что ты не сделал, а это сделать нужно. Долги, которые есть. Это все, оно вот сюда придет, и оно у тебя удваивается, потому что Юпитер. Твои долги, если ты здесь должен, ты не рассчитался, твои долги также будут
удваиваться, потому что Юпитер их удвоит. Поэтому, конечно, лучше завершить какие-то дела, которые можно завершить. Желательно это все закончить, все сделать. Конечно же, если есть какие-то конфликты, оставить это все в прошлом году, решить эти все вопросы. Если есть что-то, какие-то трения очень семейные с вашими родителями, с вашими детьми, если что-то не можете, какой-то вопрос решить, садиться, решить, договориться и не нести его в следующий год, потому что этот конфликт удвоится, увеличится там. Юпитеру все равно, что увеличивать. Поэтому очень аккуратно подготовиться. К чему надо начинать готовиться? Вот к этим делам. Почистить, закончить, завершить. Итак, что мы еще? Марс будет идти у вас до июня месяца. Будет идти... Нет, не Марс. Плутон. Плутон будет идти у вас по 10-му дому. И только потом Плутон покидает этот сектор. Это все, что, еще раз говорю, связано с карьерой, все, что связано со статусом. Если еще раз, если у вас есть какие-то... По Плутону это всегда трансформации. Но Плутон идет на последние градусы. Он делает транзит в следующий знак. Но пока на последних градусах находится Плутон у вас в 10-м секторе, это всегда на созидание. Поэтому, конечно, строить карьеру. Конечно, свой статус поправить. Обязательно в этом году появятся те, кто овны одиноки, кто еще не встретил свою половину. У вас очень большой шанс встретить своего человека. И в этом все показатели об этом говорят. Следующее событие, которое у вас будет происходить, это с 20 февраля. Небольшой транзит с 20 февраля будет Венера находиться до 16 марта. Ну, небольшой, но 3 недели, почти месяц, до 16 марта, с 20 февраля. Венера будет находиться в вашем знаке. А управляет вами Марс. Венера будет находиться транзитом в вашем знаке. О чем говорит это? О том, что Венера малое счастье, Юпитер у вас большое счастье, Селена у вас тоже планета, которая покровительством и создание счастья. Конечно же, этот транзит во многом сделает большие перемены, изменения. В те семьи, где какие-то разногласия были, у вас идет очень хорошие перемены для более плотного содружества, большего понимания друг другу. Если вы очень давно хотели стать родителями, вы становитесь родителями. У вас и статус меняется. У вас материально очень хороший статус идет, потому что Венера – это как радость, удовольствие, наслаждение. Венера – это и финансы. Венера всегда дружит с финансами, то есть она дружит с головой. По Венере, когда она находится в знаке зодиака Овен, Венера заставляет Овна: думай, а потом мы с тобой возьмем и сначала посчитаем все с тобой, все обдумаем, а потом начнем тратить. Вот такая здесь Венера. Венера никогда ни на минуту не расслабится. Венера очень дружит, у нее большой контакт, получать удовольствие, но не остаться, когда пройдет время, ты смотришь, как так, все потратили, все, а ничего не осталось, а как же у меня так? Такое с Венерой не бывает. Поэтому, конечно, очень большой этот транзит говорит о том, что знакомство, удачное, успешное, долгожданное знакомство. Там в семьях, где вы в паре, где вы вместе, то здесь тоже происходит определенный уровень отношений. Это как будто бы вы вновь встретились, это загораются отношения, вы друг друга надежности больше даете, уверенности больше даете, тянет друг к другу. Ты понимаешь, что ты действительно встретил того человека, которого тебе надо. Это совершенно другой уровень ваших отношений приобретает. Следующее событие, что будет, с 20 апреля будет солнечное затмение. Солнечное затмение
тоже будет происходить в вашем знаке, в 30 градусе. Это всегда градус перемен в личной жизни и в деловой сфере. Вот в этих градусах, когда проходит солнечное затмение, это всегда изменения в личной жизни и в деловой сфере. Там, где уже вы чувствовали, что вот изжили себе отношения, там, где уже что-то где-то, какие-то вы слышали знаки того, что, то оно, конечно же, придет к своему определенному завершению. Там, где вы чувствовали, что больше вкладывать времени надо, больше вкладывать чувств своих надо, развивать эти отношения, вы в этом еще раз убедитесь, и ваши отношения в другое русло перейдут. Конечно же, там, где давно созрело, то оно в это солнечное затмение приведет к своему исходу. Важное судьбоносное знакомство, это как делового характера, так и личного характера происходит. Само по себе это солнечное затмение выработать свой стержень, свой стиль, свой комфорт, свой потенциал, то есть себя, абсолютно себя, и на себя обратить внимание. Конечно, разобраться со своей личной жизнью. Что происходит с моей личной жизнью? Устраивают ли меня эти отношения? Куда они меня ведут? Если они меня ведут в развитие, я эти отношения продолжаю. Если эти отношения меня ведут вниз, если они мне не дают развиваться, надо с ними что-то делать. И вот это самая такая главная цель этого затмения. Но это только начало этих трансформаций, которые будут по этому солнечному затмению. Конечно же, они будут длиться до марта 2025 года. Это начало вот этих преобразований, которые вы в марте месяце 2025 года, оглядываясь назад, вы скажете, вот это откуда началось, когда вот я встретила или встретил этого человека, и у нас пошли отношения, моя жизнь полностью изменилась. Когда я переехал, моя жизнь изменилась. Когда мы помирились с кем-то в семье, вот это. Но итог вы сможете сделать только в 2025 году, потому что эти трансформации начинаются. Следующее это 20 апреля солнечное затмение, а лунное затмение будет 5 мая, оно будет в Скорпионе, и для вас это 8-й сектор. Ну, еще раз говорю, что много очень позитивных показателей у вас в этом году. В 8-м секторе лунное затмение. Это финансы, это наследство, это крупные покупки, крупные и значимые перемены в вашей жизни, а также, конечно же, все, что связано по 5-му дому, это присутствие и транзит Венеры, который будет у вас идти по 5-му дому. Само лунное затмение в 8-м, а транзит Венеры по 5-му сектору. О чем этот транзит говорит? Конечно же, ну да, это судьбоносные встречи, это долгожданное пополнение, это материнство, те, кто хочет, это семейственность, это решение финансового вопроса, это решение всех трений, которые возникали в семье, разлад, который у тебя в финансовой сфере был. Здесь идут большие, мощные перемены. Дети, чувства, творчество, любовь, отношения. Вот все настолько переплетается. И все очень такого устойчивого характера. Не иллюзионного. Ты не в иллюзиях пребываешь. Вот как-то вот реально у тебя идут мощные, сильные перемены. И причем эти перемены долгожданные. Охватывают очень большую сферу деятельности, сферу жизни, жизненной деятельности. Но еще что. 14 октября заканчивается солнечным затмением в вашем 7-м секторе брака, секторе семьи. Но овны, есть к чему готовиться, есть к чему подготовку делать. Завершить все, что необходимо завершить в этом году,
чтобы ничего туда не перенести, потому что это то, что ты здесь не закончил, конфликт, который у тебя здесь был, то, что ты принесешь в следующий год, оно удвоится, оно увеличится. А у вас настолько много перспектив и изменений, которые пройдут в позитивном русле, что тебе лучше все силы бросить сюда, чем разбираться с тем, что ты принесешь с прошлого года. Итак, смотрите еще следующее, значит, заканчивается 14 октября солнечное затмение в 7 секторе. Это сектор семьи, это сектор дома, это сектор брака. Вкратце говорим, вкратце, потому что когда будут все эти транзиты, будем с вами встречаться и подробно об этом говорить. Ну и, конечно же, такое событие, которое произойдет у вас, это транзит северного кармического узла в вашем тоже знаке. Это северный кармический узел, это дракон, голова дракона. То есть ты начинаешь познавать, узнавать, меняться, интересоваться. Ты активен, ты набираешь опыта и знаний. Кету это туда пошло, это уже хвост. Когда ты здесь полностью все наберешь, оно уже не нужно, оно отработало. Но пришел момент, когда набрать этого всего. О чем? Желание жить, получить новый опыт, знания, возможности, созидание, стремление, развитие. При этом никаких претензий к жизни, никаких претензий к миру, никаких претензий к людям, только все вопросы к себе. Если я не закончил какое-то заведение учебное, кто виноват? Не преподаватель, который меня не принял, не еще кто-то, я. И то не виноват, а так сложились. Что я могу сделать? Поэтому вот всегда, когда транзит северного кармического узла проходит по твоему знаку, по первому дому, всегда смотри, задавай себе вопрос, не почему со мной так, а что я могу для этого сделать. Да, не закончилась эта учеба, или там еще какие-то там проекты, которые у тебя не получились, или отношения, которые у тебя были. Не почему со мной так, а что я сейчас буду делать. А сейчас я буду желание жить, желание получить новый опыт, знания, созидать, стремиться, развиваться. То есть все отходя от себя. Вот такой потрясающий, я считаю, что очень долгожданный год, который вы дождались, овны. Вы дождались. И, конечно же, к этому нужно подготовиться. А подготовиться – это подчистить все, что ты можешь сейчас это сделать. Подчистить. Подчистить даже круг своего общения. Те, кто вы видите, вас как-то не поддерживает, те, кто делает вам больше негативных эмоций. Ой, зачем ты за это берешься, у тебя не получится, зачем тебе это надо. То есть вас немножечко как будто бы, ну не надо так быстрыми такими шагами. Вот давай, то есть почистить вот это свое окружение, не только дела почистить, финансовые дела, все, что связано с учебой, все, что связано, даже вот в доме физически, что-то почистить надо. В комнате, в квартире, в доме, все по местам. То есть подготовьте себя вот к этой чистой, новой, позитивной энергии, долгожданной, которую вы, да, давно такого для вас не было года, который вы так давно ждали. И вот когда ты уже себя на этот уровень привел, такой подготовил себя, то, конечно же, работа всех других транзитов, которые будут, оно будет у вас идти вот в этом новом развитии, а не то, чтобы решать вот здесь застарелые какие-то, которые ты перенесешь сюда, не сложившиеся дела. Ну вот такой вот год. Конечно, в течение года мы с вами будем подробно к каждому транзиту подходить, рассматривать. Это общий обзор на 2023 год. И вместе с вами, конечно же, запускаем удачу, счастье, благополучие в 2023 год. Но вижу, Розану, все, кто со мной, обязательно станет уверенным, счастливым, спокойным и, конечно же, в любви. Для овнов это основное. Марс – это любовь.
Марс – это любовь. И, конечно же, в любви. Ну а вижу Розану, слышу такие слова. Конечно же, Овны. Правильно, ставлю счастливый лайк 23-го года. Всем спасибо за поддержку канала. Всем спасибо за подписку. Поздравляю вас с таким прекрасным, чудесным, новым 2023 годом. И он не останется для вас незаметным. Это для вас и для тех, у кого асцендент в Овне, и для Солнца, у кого в Овне. Для вас этот знак, этот год больших перемен. Обнимаю вас.